Выбери карту, получи ответ у Таро «да» или «нет» прямо сейчас. Друзья, сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, гадание на вашу ситуацию, ответ у Таро «да», «нет» на любой вопрос. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на то, что происходит в вашей личной жизни. Будет 6 вариантов. Позиция номер 1. Позиция номер 2, позиция номер 3, позиция номер 4, позиция номер 5 и позиция номер 6. Если вам тяжело выбрать карту, поставьте на паузу и постарайтесь выбирать интуитивно. Можно выбирать одну карту, можно выбирать все карты, можно выбирать комбинацию карт. Вы сняли с паузы, если вы на нее ставили, и мы начинаем. Позиция номер 1. Ответ «да». Эта карта обещает сбычу вашей мечты, реализацию ваших чувств, ваших передвижений, особенно если то, к чему вы стремитесь, вам снится, приходит ночью, или то, к чему вы стремитесь, может каким-либо образом перезагрузить вашу жизнь, перезагрузить вашу судьбу и сделать вашу жизнь легче и, возможно, сдвинуть что-то с мертвой точки, да, как говорится. Эта карта часто говорит еще не только для «да» или «нет», но о том, что в жизни вашей появляется новое движение, облегчение. А для женщины эта карта с этой руной говорит о том, что да, в твоей жизни произойдут позитивные изменения в отношениях, особенно в отношениях. Ну и это еще карта о перерождении, поэтому то, что вам приходит во снах в хорошем контексте, может перезагрузить вашу судьбу. Да, все будет хорошо. Позиция номер 2. Да, но есть но здесь, в этой карте. Эта карта говорит о защите и об отсекании от себя всего, что может вам навредить. Поэтому да, если вы будете защищаться, убирать из своей жизни все, что вам может вредить, и вторгаться в ваш круг ваших интересов. То есть ваша защита, ваши интересы, ваш мир должен быть защищенным и укрепленным. То есть ваша внутренняя энергия при этом должна быть очень на высоком жизнеспособном уровне. И если вы не будете заботиться о внутренней вашей энергии, тогда то, к чему вы стремитесь, будет говорить вам «нет». Да, если вашей энергии хватит для того, чтобы защититься. Но эта карта еще говорит о том, что да, вы можете попасть в ту же ситуацию, в какой вы уже были. И если эта ситуация для вас, она хороша, тогда да, для вас будет хорошо. А если та ситуация, в которую вы попадаете по замкнутому циклу, не очень хорошая, то, наверное, да, для вас и не очень хорошо. Поэтому, как минимум, эта карта призывает вас, вне зависимости от того, да или нет, быть защищенным, быть подготовленным и быть в тонусе энергетических ваших качеств. Да? То есть ваша энергия должна быть на высшем уровне. Позиция номер 3. Ответ «нет». Как минимум, эта карта говорит о перерождении. Вам это направление, о котором вы думаете, оно вам не нужно. Вы к нему еще не готовы. Вы еще не понимаете и не видите, что должно произойти. Но если вы к этому стремитесь, как минимум должно пройти еще не меньше месяца. Ответ «нет», вам это не нужно. Здесь может быть и негатив. И то, к чему вы стремитесь, оно может быть сейчас вам казаться одним, а на самом деле
будет совершенно другим. Или забрать у вас столько сил и энергии, что вы еще и пожалеете о том, что ввязались в эту ситуацию. Карта достаточно сложная и говорит о том, что то, что вы видите сейчас, и то, к чему вы стремитесь сейчас на материальном уровне, может оказаться совершенно иным. И может пройти такую трансформацию, что ни ваше физическое состояние, ни ваше психоэмоциональное состояние принять эту реальность не сможет. Поэтому пока что вам стоит сказать нет, отказаться от этого, или просто нет, или вы просто к этому не готовы, или как минимум вам нужно хорошенечко подумать, переосмыслить, присмотреться, подождать и отложить это. Это достаточно негативная карта, и она часто говорит о том, что вы наделяете, возможно, нечто неважное чем-то важным для вас. И нужно дать время, чтобы прошел период некий, чтобы вы переосмыслили или переосознали, важно ли это для вас на самом деле. Позиция номер 4. Ну, здесь знаете как, здесь все дело случая, здесь от вас не зависит. Здесь как минимум есть лунный код, это магия тотемов, и здесь нужно вот сейчас закрыть глаза, закройте глаза и почувствуйте, да или нет. То есть ответ здесь внутри вас, то есть только интуиция может сказать вам правильно. И ваше предчувствие, вот каково ваше предчувствие, таково оно и есть. Если касается, эта карта, если касается отношений, то скорее всего да. Если касается денег, то скорее всего да. Если касается каких-то приключений и каких-то авантюр, то скорее всего да. Если карта направлена на ваш вопрос о магии, то скорее всего тоже да. Если касается животных, то скорее всего да. И если касается чувств и прояснения чего-то чувственного, то да. Ну а в противном случае только интуиция может сказать за вас, для вас правильно, да или нет. Поэтому доверитесь интуиции и неким подсказкам, которые я здесь для вас привел. Ну и что касается высших сил, здесь, ну да, скорее всего, высшие силы ведут с вами какую-то свою игру по своим правилам, и где-то вы не можете влиять, но да, таки они ведут с вами свою игру. Прекрасная карта, она говорит да, особенно если то, на что направлено ваше внимание, ваша эмоция касается именно отношений. Поэтому да, в ваших отношениях скорее всего что-то прояснится. Да, возможно, не все зависит от вас. Да, будет облегчение, да, будут отношения и любовь. Да, вы можете открыться, и вам могут открыться. Да, вы можете открыть душу, но это все по поводу эмоций и по поводу отношений, эмоционального отношения. Поэтому чем спокойнее и уравновешеннее вы будете эмоционально, тем да, это будет лучше для вас. И наоборот, чем меньше вы будете эмоционально стабильны, тем да, это будет для вас хуже. Поэтому спокойная эмоция даст вашему да более осознанный подход и более осознанное отношение к тому вопросу, на который вы смотрите. Поэтому чем спокойнее вы воспринимаете эту карту, тем более да, оно для вас. Поэтому да, особенно если вы спокойны, уравновешены и внутри вас ничего не болит. Эта карта говорит да о том, что вы можете встретить новую любовь, нового мужчину, новую женщину. Вы сможете открыть свою душу, вам кто-то может открыться. Вы сможете насыщаться и радоваться жизни снова. Но да, вы должны вылить все старое и освободиться от того, что может быть уже переполнено
или переполнила вашу чашу. Это могут быть и негативные эмоции, переживания, это могут быть болезненные какие-то травматичные моменты внутри вас, которые законсервированы. Поэтому да, расконсервировав, вынув все старое ненужное и открыв себя для чего-то позитивного. Вообще карта достаточно позитивно оптимистичная, это туз чаш в принципе, поэтому да, чувства и да, новые отношения могут зайти в вашу жизнь, и от этого вы точно не пострадаете и скорее всего кайфанете, но если освободите место для нового. Ну и последняя карта. Будьте уверены, все будет хорошо. Ответ да, и это не обговаривается. Даже если все пойдет не так, как вы хотите, все равно да. Лето — это праздник всегда, и лето — это больше летний праздник, праздник солнца, да, праздник мужского проявления. Рога и жук и роза — это говорит о том, что в вашей жизни будет мудрое решение, божественное решение, и это да, как вознаграждение вам за ваши переживания, за ваши бессонные ночи, за ваши неудачи, за ваши потери чего-то важного для вас, за ваши мечты, к которым вы шли так долго. Этот волшебный жук сегодня закрывает расклад и говорит: да, просто даже не надо быть уверенным, просто знай, что все будет так, как ты хочешь, а если пойдет не по тому сценарию, как ты хочешь, то высшие или равновесные силы расставят все таким образом, где ты с уверенностью получишь то, к чему стремишься. Да, ответ да, и это тебе нужно, и к этому нужно идти, если особенно это будет радовать тебя, и если то, к чему ты идешь, оно действительно идет для тебя, для того, чтобы радовать тебя и окружающих тебя людей. Но очень хорошая карта и на встречу нового человека, и на привлечение успеха в свою жизнь, и на обретение самоуверенности, уверенности в своей жизни, контроля над своей жизнью, на перезагрузку своей жизни. Очень хорошие карты. И здесь есть такая комбинация, где лев и Ларгус, это вода и огонь, примиряются. То есть это на примирение мужчины и женщины, на начало новой жизни и просто на шанс и уверенный шанс быть успешным, уверенным и самодостаточным в собственной жизни и в собственных делах. Подходит и для мужчин, и для женщин. В принципе, все расклады здесь универсальные, поэтому попробуйте всмотреться в каждый аркан, и где-то вы можете получить подсказки и инсайты. Если перепросмотрите и, поставив на паузу, всмотритесь в каждый из арканов, которые здесь сегодня у нас участвуют в этом раскладе. Друзья, мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Постарайтесь помедитировать на паузе на каждую карту, которую вы сегодня выбрали. И до встречи. Пока-пока.